интересно бегают. Да будет свет, сказал монтер. Друзья, всем привет! Вчера мы закончили потолок, сейчас Маргарита покажет. Сегодня мы ждем, когда придет шпаклевка, чтобы начать шпаклевать. Вот. Мне перед этим надо загрунтовать гипсокартон. Вот эти стыки я уже прогрунтовал, которые рубанком делал. И потом надо будет еще ленту купить. Ленты у нас нету. В идеале купить курт, но если будет каналовский. Ну и потихоньку будем делать. А пол я сделаю после того, как мы потолок зашпаклюем. Вот, и тогда уже... А что ты с полом хочешь делать? Его надо пропылесосить, загрунтовать. Ну потому что есть неровности. Сейчас покажу, кстати. Оно-то как бы ровно, но вот иди туда, чтобы на просвет был. Но ты как не делай первый слой, все равно его надо подтягивать. Вот есть, видишь, такие перепады, просветы. А сейчас, подожди, переключусь. Ну, оно видно. Ну да. Вот, например, в углу. Вот, тоже, да? Есть, короче. Вот это мне надо налить плиточный клей и вот так вот стянуть. Потому что, во-первых, мы будем ходить, мы будем это ощущать. А во-вторых, мебель будет стоять, тебе придется бумажки там всякие подкладывать. Нафига это надо? Так что надо будет загрунтовать, плиточным клеем все это растянуть. Вот, оно подсохнет. И тогда мы можем шкурить стены. В принципе, мы сейчас можем шкурить. Но я не хочу, вот эта пыль будет здесь потом дольше пылесосить. А накрывать пленкой сейчас, он еще не совсем просох. Уже, кстати, под пленкой нет такого вот влажного, да? Но все равно, пусть пока есть время, пусть сохнет. Я пока займусь потолком. Это что ты будешь? Я буду первый слой, я забью швы. А Вторым шпаклевка слоем- есть? Ну, мы ее привезем. Вторым слоем надо будет уже с лентой это делать. Ну, первый слой, пусть он туда глубоко провалится. Вот. Второй слой мы сделаем с лентой, а третий посмотрим, как заштукатурим второй слой. И после этого можно будет протянуть весь гипсокартон. Мы сегодня обнаружили, что у нас, оказывается, уже выросла цветная капуста. Смотрите, какой качан. Уже скоро он подрастет, можно будет есть свою капусточку цветную. А это ловушка на слепыша. Она стоит уже сутки, наверное. И пока он не попался. Но мне кажется, он сюда и не придет. Он хитрый. Наверное, прочухал, что его тут поймать хотят. В общем, вот картошка. Это он ее отсюда уже утащил. Видишь, она как бы и вскопана тут земля. Да. Во. Вот она. Картошки здесь нет. Вон горох оставил нам. Да. Уже начал таскать. Что-то рано в этом году. Вот. И уже с того огорода начал таскать картошку. Сегодня выкапывала кусты сухие. Хотела ловушку поставить тоже. А там нора, она как-то идет вот так вот, изгибается. Никак не засунуть. Ну,
будем еще смотреть, где его кучки, и пробовать ловить. А что делать? Табор такой ходит. Мы их это, цыгане зовем. Ходят, короче, думают, где что там стырить. По столам лазят. По пакетам лазят. Везде лезут. Все фундаменты обкопали уже. Что с ними делать? И держать-то их там в том маленьком загоне негоже. Ну пусть гуляют. Спрашивали, куда делись 2 индюшонка. 2 у нас сдохло. 2 индюшонка. По очереди. По очереди, да. Осталось 5. Еще спрашивают, где наши ходаки эти, бегунки. Бегунки продали. Да, друзья, они бестолковые. Толка от них Толку ноль. нет, шебутные. Шуганные. Да, короче, мы их продали. Сейчас кинули салат. И вот тут утята хавают нормально так. Уже бодренько. Ну, они нормально, и резать его не надо. Они клювами нормально отщипывают всё. Да. У них же клюв есть. Он для этого и дан. Резать это для лентяев. О, смотри как. Раз. А утка там, которая за туалетом сидит, она ушла с гнезда Ага. и яйца заложила пухом, вот так сверху прям накрыла. Ага. И пошла там, я не знаю, поесть, попить, погулять. Я заглядываю, яиц нет, а потом смотрю, она их прикрыла прям вот так. Вот так трескают, да? Да. Да все, вон и индюки тоже я им кинула, и курам кинула. Сейчас они все это быстро оприходуют. Ну так они уже потемнели. Наверное, вот эти коричневые так и будут коричневые. Да, ну коричневый с белым будут. Да, черные будут черные, пятнистые, черный с белым будут тоже черный с белым. И что-то белых-то и не видно. Так у нас белых-то одна утка. Как одна, 2, по-моему. 1 или 2, да. Ну вот этот, может, светленький будет. Вот слева который. Хотя под вопросом. Прошло меньше минуты. Ну, как саранча. Да, я им, вон, кормушка у них стоит маленькая, я им сегодня утром целую насыпала. И там, конечно, и утка подъедает, но все равно уже нету, все смели. Да. Она им показывает, как надо есть и где надо есть. Куст распустился, смотри. Самый последний, наверное. А, нет, вон последний, он тут еще не распустился. Вон Вот красивые это. розы розовые, а их не видно за вишней. Мы сначала сажали розы, а потом уже вишни. Не подумали о том, что будет нет. Смотри, какие тоже вот прям вообще шикарные, прелесть прям. Это которые Да. большие были бутоны такие. Сейчас покажу розовые. Мы когда весной вишня-то была в 2 раза меньше, Да, было видно. вот. Я думаю, нижнюю ветку вот эту подрезать. Нужно подрезать. Смотри, какие шикарные. Ну, не всю ветку, вот, посмотри. А Да. вот тут. Да, да. Смотри, какие шикарные розы. Просто шикарные, красивые. Да? Да. Вот. Мне как-то больше заходят вон те красные. Угу. То есть на зеленом фоне красные вообще смотрятся обалденно. Я их подрезаю, кстати. Если их подрезать, они будут цвести. Вот, смотри, видишь? Вот этот, здесь было штук 6, наверное, бутонов огромных. Я их отрезала, когда они отцвели. Я их в каком-то видео даже показывала. Смотри, вот. Вот новый бутон. Вот, Да? вот. Много-много бутонов. Шикарный куст вообще. Я прям балдею. Крутень. Надо еще розы покупать. Это самые лучшие цветы, которые можно посадить. А вот тот как распустился. Пошли, я покажу. Как ты вот его снимаешь, оно так вот издалека, может, не вот с этой стороны, а иди вот с этой стань. Мы покажем сейчас. Да он с любой стороны Вот. смотрится. Смотрите, какой кустище, букетище, да? Да. Шикарный просто.
Он у нас года 2, наверное, не очень хорошо рос, потому что мы его уже большим пересаживали. Он у Влада был, наверное, вот такой. Вот. А сейчас вот нормально все уже. Кстати, пропустила вот один цветочек, не обрезала. Вот. И еще он будет. Вон бутон. В общем, красота. Просто красота. Да, Что там, саранча? Доела салат? да. Ну, им легко его щипать. Он мягкий. Что его там? Клювиком. Раз. Они так увлечены. О, смотри, вообще это голову аж задрал. Увлечены, что даже на нас внимания не обращают. Я сюда где-то 6 тачек песка привез. Уже ничего нет. Ну, они его... Но они притоптали. едят еще его. Едят. Я им еще ракушку насыпаю. Так я еще до этого сюда сколько песку привозил. Да. Ну, чтобы грязь не месить тут, не ходить. Ну, они смешивают все равно. Ну, все равно лучше, Ну, чем да, это, почище. просто земля. Да. Когда-то здесь были козы и барашки. Так, мне риса положила. Вот этого. Наверное, хватит уже. Еще, может, вообще. Ну, чуть-чуть, да. Это свои кабачки, друзья, с огорода. А горох свой? Горошек свой, да. Всё здесь. И чеснок стрелки я добавила несколько. Все свое здесь. Крутень. Вот, сейчас горошка, может, тебе еще. Да, горошек. Буду лежать попердывать. Хватит. Вместо того, чтобы работать, да? Конечно. Только что, минут 10 назад, здесь была яма, мы поймали слепыша. Это наш сад. Вот. Короче, когда ты поставила? Вчера вечером. Вчера вечером Маргарита поставила вот такую штуку. Ловушка. Значит, это она уже подмотала еще дополнительно. В общем, рыболовные крючки, тройники. Один в одну сторону смотрит, второй туда же, третий в обратную сторону. И, короче, вот уже третий слепыш за 3 или за 4 года, который попался на эту ловушку. Но они хитрые. Вот мы сколько ставили, раз 10, наверное, точно ставили. И вот только 3 попалось. Короче, принцип такой. В лунку вставляется вот эта ловушка. Также прессовывается в землю штырь. И когда слепыш, например, попадается, он тянет обратно, натягивается. Мы подходим, смотрим. Если она натянулась, значит, что-то там, кто-то попался. Вот. Кому интересно на самого слепыша посмотреть, в телеграм-канале, на ютубе такое себе показывать. Вот. Короче, вот такая работа. Вот он, получается, 1, 2, 3, вот так оттуда шел. И тут раз ход, потом туда идет ход, туда к нам на участок. Но я думаю, что это не тот слепыш, который у нас картошку таскает. Потому что если бы он был тот, он бы работал бы сейчас там. В огороде, да? Да, 5-летку окучивал бы там, вот. А так, как здесь перекопано, этот в поиске находится. И он, кстати, не очень большой. Вот это, наверное, может, сынок того. Так-то они вообще побольше, да? Ну да. Мы вот таких, наверное. Где-то, наверное, 2 или 3 ловил вискос. Вот. Тоже заслуга. Походу, там у тети Поли есть, у нас на том огороде есть. Здесь у нас на участке, перед домом, там. То есть... Будем смотреть еще, будет картошка пропадать или нет. Я сейчас уберу все кусты, которые завяли, и посмотрим. Я думаю, что картошка, она бывает раз в сезон. Тот работает сейчас, таскает. А этот, видишь, он тут ищет еще. Он еще не напоролся в поиске. Короче, вот все, закопали. Вот эта штука опасная очень. Я сам на нее напарывался ногой. Маргарита куда-то положила ее, а я ногой напоролся. Вот.
Так что убирайте, если вот такую сделаете. Ну вот, крючки наматываются тоже очень такой жесткой проволокой, чтобы они не сползли. Хочу показать наш отводок, который мы делали месяц назад. 3 рамки и одну взяли в соседнем улье. Мы когда открыли, здесь пчелы было море. И вот прошел месяц, новая матка, да, то есть она практически при нас вылезла из маточника. Смотрите, уже засев, сколько запечатанного. А там в верхних этих ячейках червячки. А вот матка. Вот она с меткой, которая. Да, я ее 2 раза метил. Первый раз пчелы счистили, второй раз осталось. Нормально. Короче, это вот элгончик. Юра сомневался, говорил, 3 рамки, ну типа там 2 рамки с пчелами. Не факт, типа, что, ну как бы так, не очень хорошо делать. Ну вот, видите, друзья, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5-я, это вот мы отсюда взяли, 4-я была кормовая. И смотрите, сколько у нас уже тут пчелок. Ну, я вот это еще крайне хочу глянуть. И мы им взяли, у нас суши нету, мы им взяли просто вощину добавить. Потому что она сейчас сеет, и сеет она интенсивно. Вот. Так что можно хоть с одной рамкой пчелы. Ну, конечно, тяжелее будет им, вот, но тем не менее. Смотрите, у меня здесь тоже, Ну тоже, да. засев, червячки. Расплод и еда. Да, запечатали. То есть вылезет много пчелы, соответственно, надо будет еще купить эту вощину. Как минимум рамку сюда подставить. Ну, короче, что, меня радует вот этот улик отводок. Ну, сейчас полезем к остальным. Сюда будем ставить этот Вощину. Да, наверное, сюда или крайнюю. Не, наверное, в разрез лучше. Предпоследнюю. Да, давай сюда. Так. Так. Пусть они там оттягивают. Я на это надеюсь. Друзья, сейчас вскрыли тот элгон, откуда брали отводок. Магазин, вон 2 уже, покажи, Маргарита. 2 уже рамки оттянули, 3 залили медом, уже запечатывают. И вот в нижнем корпусе, где матка, тут уже вон четко засеяно. Причем тоже здесь молодая матка, потому что у нас месяц назад отсюда рой улетел. И вот мы оставили тут маточник, там маточник. И вот молодые матки как хорошо сеют. Это приятно. Сейчас посмотрим, что там. Вообще хорошая вот эта порода элгон. Так. Здесь пусто. Тут пустенько, но работают. Что-то делают. Так. Вот тут я вижу дупли вот эти. Это. Сейчас достанем. Это тяжелее. Тут тоже расплод, я смотрю. Так, червячков не видишь там? Ну, есть большие, да. Есть, да? Ну хорошо. Хорошо. И маленькие есть, по-моему. Да, разные. Маленькие есть, да, вот тут. Отлично. Значит, матка есть. Ну, она была тут, по крайней мере. Да, это хорошо. Давай дальше посмотрим. Ну, мы, наверное, все копать не будем. Еще пару рамок. Ну, тут тоже расплод. Да, тут тоже червячки, пыльца. Отлично. Давай еще одну.
поднимем и полезем дальше в следующие ульки. Им тоже скоро тесно будет тут. Ну, у них есть второй корпус. Тоже расплод, смотри. Да. Правильно, они пошли наверх мед складывать во второй корпус, а этот начали засеивать. Не, полезли дальше. Короче, мы вообще пришли посмотреть отводок. Но оно же, как всегда, Увлекательное занятие. и да. залипательное, да. Вот. Не лазили мы к ним, наверное, дней 10, а может недели Больше. 3. Ну, тут тоже расплод открытый, червяки запечатаны. Да, и у меня тоже. Ну, отлично, ладно, дальше не полезем, не будем их беспокоить. Вот эту рамку мы сейчас заберем. Эту и еще одну. Вот она. Так как у нас центрифуги нету, качать мы не сможем. Вот. А из-за 2 рамок ввести к Юре тоже не дело. Короче, мы возьмем, порежем ее и будем есть мед с сотами. И вот эту заберем. Вот эту. Пчел стряхнем и пойдем. Ну, в общем, друзья, грабанули мы пчел. 2 рамки взяли. Вот тут 1 рамка. Вот вторую сейчас будем резать. Это на самом деле у нас походу рой слетел в одном улике. И там 10 рамок. Ну, практически каждая рамка с медом уже где-то на 1/5 запечатана. Пчелы мало. Вот. Пчелы мало. Ну ты давай дорежем, а потом будем есть. Вот. А меда много, поэтому мы взяли у них. В принципе, в каждом улье есть рамки, которые уже где-то почти на 1/3 запечатаны. Вот. Но у нас нет медогонки. Смотрите, сейчас мимо рамки, мимо подноса потечет. Вот. Поэтому мы у них не брали, брали у этих. А у этих нет совсем расплода, ну потому что рой слетел. Мы им взяли маточник в другом улике и туда прилепили им. Вот, так что матка у них будет. Ну, не будет, значит, подкупим им маточку. Да, медогонку покупать в нашем случае смысла нет. Из-за 2 рамок, да? Да, ну, 2 мы на самом деле можно было штук 6-7 взять. Вот, ну, мы не стали, ну, нам вот столько меда не надо, как бы, а медогонки нет. Да, насчет продажи меда даже и не спрашивайте, потому что его нет. Во-первых, у нас мало семей, а во-вторых, в этом году опять акация почти не цвела. И холодно было, в общем, мало меда. Вот это мы чисто для себя. Ну, это, короче, акация и немножко разнотравие. Да. Ну, фруктовые Что там у деревья нас сейчас? не цвели. Донник и вроде шалфей, да, уже наш? Золотарник, шалфей, наверное, ничего. Короче, лекарства. Ну, я видела какие-то синенькие цветочки, Да. но близко я не подходила. Да, Красота. вкусняшка. Свой мед, понимаешь? Да. Не где-то там у кого-то, у дяди Купить-то Васи. можно, а свой-то он приятнее как-то, да? Да, ну тем более с пчелами сколько? В том году рамку одну сняли только. Ну да. Они что-то все у нас улетали, мы с этими стройками, нам вообще не до пчел. Я вообще думаю, что если мы в этом году не снимем меда с пчел, то мы от ульев откажемся, друзья. Ну да. Почему-то у нас, Не не знаю, то ли пошло. запал у нас пропал, вот, то ли чего. Простыми словами, как кто-то скажет, наигрались. Вот. Ну, Мало суть в меда. том, что да, ходить каждый день мы не можем. Не знаю почему, но не получается у нас ходить. Может, не хотим. Вот. А когда мы приходим, мы все время видим, что у нас рой слетел или еще что-то. Ну и плюс мы же все равно тратим какие-то деньги на них, там
осенью сахаром закармливать надо. Канди, там, Канди лечение от покупать. клещей, там. От клещей вот это все, это что же финансы. А отдачи вот, ну, почти нет. Выхлоп. Выхлопа нету, да. У нас там то стройка, то еще Вы что-то. ж, Сейчас друзья, не- такой огород, что к пчелам просто внимания не уделяют. Да, вы же не будете держать кур, которые не несут яйца и которых вы на мясо не пустите, а вот просто так, да? Просто их кормить. Так же и с пчелами. Так, тут даже попадается пыльца. Ну, это, возможно, это была крайняя, это кормовая. Вот. Но там все равно сейчас расплода нет, поэтому кормить пока некого. Да. Так что... Там вообще нет расплодов. Да, даже не запечатано, ни червяков. Да. Хотя дней 10 назад мы были, и там и пчелы было нормально. Так, меда столько не было, кстати. Это вот они вот сейчас натаскали. Надо кусочек чуть более отнести, что ли, угостить. Да, угостили. По-соседски. Да. Чем богатый, как говорится. Так, ну тут пыльца осталась. Ну, это, не знаю, там можно даже не срезать. Ну, вот там, где течет, срежь, и все, вот до этой сетки. Да. А это уберем. Короче, вот это, тетя Поля, сейчас пойдем угостим по-соседски. Все равно мы все не съедим это. Так, ну, я кусок съем, не больше. Ну да. Ну, подсохло вроде. Короче, вчера зашпаклевал. Пока без ленты, ждем сегодня ленту. Должна прийти. Здесь не купишь. Та, что, ну, ту, что надо. Да? Я хочу к нам в курт, чтобы легче было работать. Это Мерседес среди лент. Вот. А шпаклевал я Унифлотом. Это тоже Мерседес, видишь, покрыл. Но его цена, я даже не буду ее называть, за 5 килограмм она стоит просто космические деньги. Но она такая, прям ее можно на самом деле не армировать лентой. Но это в том случае, если там 2 слоя гипсокартона идет. А у нас идет 1, поэтому мы будем армировать. Вот. Уже подсохло, сутки прошли, по инструкции надо выждать сутки. Но лента не пришла. Надеемся, что сегодня она к вечеру приедет. Вот, и может быть завтра, если будет хорошее настроение, начну армировать. Коридор уже сделал то же самое, что в коридоре, что вот в комнате. И потом надо будет уже шпаклевать потолок. Но я скажу, что вот в таком положении шпаклевать это хуже не придумаешь. Вот так, когда у тебя руки наверху. Но куда деваться, делать надо. У нас все, друзья. Спасибо, что поставили лайк, написали комментарий, нажали подписаться и колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о выходе нового ролика. Все, пока.